Это X, потому что мы нашли в этом, только что в полежке. Ты тут Ван Гога мне делаешь, что ли, или что? Канале, всем привет, с вами Бояра. Продолжаем Rusty Lake Paradise, серия 3, казнь 3, москиты и вши. Не забывай подписываться на канал, ставить лайк, дизлайк, комментировать. Поехали, продолжаем. Итак, казнь 3. Вижу, да, сразу какая-то кисточка. Значок записываем, блин, записываем все. Это итичка, ёптить, итичка. Второй значок, ракушка не открывается, и вижу мишенька. Хорошо, продолжаем. Куда еще можно сходить? Брата на этот раз у нас нету. Поэтому пойдем сразу вглубь леса, вглубь нашего. Крестик вижу, давайте запишем. Что у нас с крестиком сделать, непонятно. Здесь у нас... А, это Венерина ловушка, или как она, мухоловка. Ее, видимо, чем-то накормить надо. Это, знаешь, растения такие хищные, они даже продаются сейчас. Они едят мух, они едят плоть, они всякую фигню едят. Их, короче, можно кормить всем чем угодно. Окей, так, кусок земли вижу. Мухобой. А это мухобойка? Я думаю, это кисточка, это мухобойка, оказывается. То есть сейчас мы будем бить мух. Ах, вижу, что это. Пчела. Неправильно. Так, подожди, не понял. Окей. Это... А, куда первая залетает? Вот сюда. Да нет, опять нет, как так? Короче, куда первая пчела залетает, собственно, ту и надо нажимать. Или последняя. Не понял, подожди. Вот это правильно. Это правильно. А, где пчела добавляется новая, то и надо нажимать. Хорошо. Я не запомнил. Я еще не запомнил, где была пчела. Вот здесь. Не, неправильно. Блин. Так, вот это есть. Сейчас вот это. Сейчас вот это. Запоминаем. Вот это. Ага, вот это. Ёптить, моптить. Это же несложно было. И последнее вот это. Да, все окей, это мед, судя по всему. И как баночку надо какую-то. А, нет, просто так берется. Хорошо. Мед это хорошо, мед это вкусно, мед это полезно. Пейте чай с медом чаще. Это очень. К бабуле пойдем, бабуле. Это сестренка наша. О, ты посмотри у него, сколько вшей на голове. Ты посмотри, они прям прыгают, прям бложки-вошки. Ха-ха-ха. А сестра, судя по всему, смотри, слепая, потому что у нее... А здесь не рады. Ну, конечно, не рады, кто вшам радуется. И что надо сделать? У тебя надо подстричь, потому что, ну, когда вши, это надо прочесать их всех, уничтожить и подстричь на лысо желательно. Сюда надо что-то посадить, походу. Мед? А, может быть, вшей собрать этой мухобойкой? Не работает. Лопату, вижу, берем. Это этот, гончарный круг. Здесь, вот, судя по всему, надо, смотреть, 2 горшка слепить. А где нам взять глину только для этого? А глину я знаю, где надо взять. А глина вот здесь была. Смотри, вот она глина. Ну да, 2 куска глины, 2 горшка. Окей, сейчас мы будем заниматься гончарным делом. Давай, сейчас мы колбасок с тобой накатаем. Поехали, короче, ставим. Итак, нам нужно, давай сперва простенькую вазу сделаем. Еще, вот так, ага. Во! Легко. Ну, это вообще не сложно. На самом деле это сложно. Я пробовал гончарным делом заниматься. Я ездил там во многие страны, и там нам давали помесить эти колбаски. На самом деле, когда ее нажимаешь чуть-чуть, она... Вот так вот все, короче, улетает, и ни хрена так не работает, как здесь показано. Ну, хорошо. Так, вот такой низ. Выпуклый. И вот... Вот так. Отлично. Теперь у нас есть 2 вазы. Зачем они нам нужны, пока непонятно. Хорошо, пойдемте в храм. Здесь у нас вход в храм. В храме опять что-нибудь... О, бабуля, привет. Они повсюду. На, вот тебе, может, мухобойку. Ну-ка, мочи. Мочи. Ой, красавица, фу. Это как прыщи раздавила какие-то, знаешь, собрать.
Москиты внезапно. Отдай мухобойку. Там у брата моего много мух на голове. Дай мне мухобойку. Не отдает. Вижу топор, вижу улитку. Берем, берем. Сразу, видимо, колем чурку. Не знаю зачем. Но если чурка есть, ее надо расколоть. Это же дрова. Только что-то ничего не колется. А нет, вот смотри. Third symbol. Третий символ. Еще один плюсик. Так, погоди, у нас уже был плюсик такой. Плюсик там был на березе уже. Ножницы, окей. Отдай. Может расколотить? Расколотить табуретку? Нет. В окне вижу что-то. Я вижу тарелку. Но сюда нам надо будет куб опять воспоминания вставить. Это, опять же, повторяю, для тех, кто не смотрел предыдущую серию, но ты обязательно их посмотри, я рассказываю. Здесь казни как раз. Здесь была кровавая река, мы выиграли. Здесь было нашествие лягушек, мы их уничтожили. Сейчас мы проходим вот это. Чума, вши, мор, вот это вот все, вот и мухи. Всего здесь 10 казней. 10, так сказать, грехов. Все? На, ножницы? Нет. Ножницы я знаю. Ножницы надо, получается, дать сестре. И она подстрижет дядю. Давай только аккуратнее. Ты, насколько я вижу, ты слепая. У тебя вообще глаз... Ну, ты вообще видишь, что-то соображаешь, как парикмахер ты? Все. А можно вшей собрать? Не, вши не собираются. Как, может, медом их? Так, ты его на лысо, хорошо. Она его сейчас на лысо пострижет. В армию готовится, в армию. Ага. Смотри. Кругляшочек у нас был. Мишенька у нас была. И по центру какая-то стрелочка. Я это нарисую, но не знаю. Ну, третий знак мы в этом... Это X, потому что мы нашли в этом, только что в полежке. Ты тут Ван Гога мне делаешь, что ли, или что? Была у нас такие Арлес, там Ван Гог себе ухо немножечко оттяпал. Ну, давай ухо. Ухо, ear cut, обрезанное ухо. Сестра, ну ты давай аккуратнее. Ты как-то надо сюда приложить что-нибудь. Может, медом тебе заклеить? Может, тебе вернуть ухо? Ну, на мед приклеить ухо можно. То есть ты медом смазал и приклеил. Ну, блин, брат, извини. Ну, ты, конечно, на маньячку похожа. Ну, кстати, ты очень похожа на маньячку. Я думаю, это самое то. Вот только вот так вот еще убрать. А можно как-то это убрать? Вот так вот идеально будет. Все, запомнили? Продолжаем. Сюда может меда засунуть. Может мух сюда засунуть. Нет. Так, что нам нужно? Подожди. Знаки у нас были только на этом, на пляжу. Пойдем на пляж сходим, посмотрим знаки. На пляж. Это срубить, наверное, дерево надо. Погоди. Ну, конечно. Есть топор, знаешь, когда лесорубы ходят по лесу, они отмечают крестиком деревья, которые надо срубить. И чё? Проход открылся внезапно. О, здорово! Забыл, как его зовут. Короче, это наш младший брат. Сегодня у меня очень низкий уровень сахара в крови. Так тебе мед дадим, смотри, на тебе мед. Мух как-то бы отогнать. То есть ему надо что-то сделать, какую-то кашу, напиток и бутерброд с медом. И все это должно быть очень сладкое, потому что у него низкий уровень сахара в крови. Тут что такое? Так, вот вижу чашку. Еще дерево срубить. Березовый сок. Ну да, весенний березовый сок очень сладкий. Осенний не сладкий, да его, собственно, там мало. А очень сладкий он, который весенний. А мух все больше и появляется. Ну, логично. Если бы там стоял арбуз, там еще бы и пчелы прилетели. И ягодки вижу, конечно же. Давайте соберем тебе ягодки. Тут ничего больше отрубить не надо? Нет, получается нет. Вижу, куда вазочки поставить. Хорошо. Это наша мама покойная. Кэролин Эйландер. Судя по всему. А это, походу, знаешь, какая-то усыпальница. То ли, ну, знаешь, это место, где поклоняются, так сказать, старым умершим. Склеп, крипты, не знаю, как назвать. На тебе ягодок, короче, я так понял. Кушай. Так... Йоу. Ты там, не знаю, рукой хоть помаши, что ли? Отгони. О, щит. Это что такое? Ха!
Они его превратили в огромную личинку. Ну так не бывает на самом деле. Это что такое? Спитин ларва. Какая-то, короче, личинка. Спитин. Я не знаю, что такое спитин, но окей. Это у нас цветочный цветочек. Посадить надо у бабушки. Тебя может завалить? Разрубить? Ухо тебе дать? Будешь ухо? Улитку? Нет. Ну извини, брателло, ну бывает такое. Ну вы сами виноваты. Вы при этом маму в жертву принесли. И теперь расплачивайтесь за свои грехи. Пойдем посадим цветочек. Я так понимаю, нужно в 3 горшка 3 цветка, получается, положить у маминой фотографии. Отлично, первый цветок у нас есть. Еще где-то 2 надо цветка взять. Так, пойдем до берега. Мы так до берега не сходили, потому что там были значки на камнях как раз... титечка и плюсик. Мишенька, точнее. Вот, вот. Тут раскопать надо. Это клад мы копаем. Ну, естественно. Ну, естественно. Так. Очередная загадка. Пятнашки, ёптить. Ищем, короче, пятнашку с глазами. Тут... Ага, вижу. И туда нужно закинуть вот эту вот пешку. Ну, несложно на самом деле. Ищем глаз. Ну, конечно, конечно, в самом углу. Как нет-то? Это не сложно. Знаешь, пятнашки сложно. Вот пятнашки, потому что они порой непонятные, а здесь... Да ты повернись, а здесь легко. Здесь легко, здесь несложно. Вообще просто, как, не знаю. Ну, это загадка для детей. Вообще загадка для детей. Еще одна луковица. Еще одну луковицу посадить бабуле. Да, получается так? Еще он с этой улиткой что-то сделал. Ах! Я думал, ее разрубить надо. Ее топором сломать, и там мидия. Мидия Лидия. Лидия Михайловна. Мидия Михайловна, хорошо. Окей, ну это у кого-нибудь, может быть, какая-нибудь учительница тогда была. Так что можешь ее называть Мидией. К бабушке надо сходить. К бабуле надо сходить и посадить еще один цветочек. Вот пока все идеально, логично и несложно. И это мне нравится, потому что бывают загадки максимально нелогичные, максимально непонятные. Розочка, отлично. Нам надо 3-ю теперь луковицу где-то найти, ее посадить. Собственно, видимо, посадить в маме цветы, и будут новые воспоминания. Пойдем, не знаю, может быть, цветы... Да подожди ты, я не сюда хотел. Где проход-то открылся? Алло, где тут проход был? Вот здесь, вот. Я вот не могу, ну что за личинка? Ну как, ну как? Они его облепили, максимум они могли на него личинок отложить. Но тут получается так, что они прям его в личинке закрыли. Ну, тут какая-то последовательность должна быть или нет? Или просто 3 цветка надо? Ну, нет, они, видишь, не перемещаются, то есть, в принципе, без разницы, как это было. Это ничего не разбивается. Подсказок никаких я не вижу. То есть, видимо, просто, там, не знаю, сейчас 3-й какой-нибудь синий цветок будет, или... Но это цветы очень похожи на то, как Эмма сажала цветы, они точно такие же. Там были фиолетовые, красные, зеленые, вот оранжевые, желтые и белые, по-моему. Не знаю, вот с этой штукой еще что-то надо. Может тебя срубить, выкопать. А так тебе мух надо отдать, ё-моё. Так, то есть тебе надо... Я понял. И улитку. Ну да, гениально. И, конечно же, желтый цветочек еще один. Венерины мухоловки не цветут. Это цветок, который ни хрена не цветет. Почему он здесь зацвел, мне непонятно. Потому что, ну, он жрет. Он на самом деле их не жрет. У него, получается, внутри, вот на этих вот зубиках, получается, у него капельки с ядом, которые как желудочный сок. То есть муха туда попадает, вот он ее захлапывает в ловушку, и вот этим соком он просто растворяет муху, условно, до кашицы, до жидкости, которая уже питает само растение. Вот так это работает. Еще есть цветы, по-моему, мухоловки, венерина мухоловка, и еще что-то есть. То есть хищных цветов, насколько я знаю, 2-3 в природе. Как-то так это работает. Все, да? Все? Да, мухи полетели.
Мухи полетели, на головку сели. Сейчас какой-то знак они покажут. Значит, какой-то знак превратятся. У нас было уже такое, мы на мотыльков смотрели, они показали нам пароль от сейфа. Да, уж, ну ладно. Ну, это призрак мамы, это темные воспоминания. Мы собираем вообще, да. Мы вообще все... Но пока все хорошо. Это наша семья, вот это мы, кто не знает, это мы. Это наша сестра, которая только что подстригла нашего старшего брата и случайно муху оттяпла. Это мама, это папа, это бабуля. А это вот младший брат, который, собственно, только что превратился в личинку. Ну, прошла любовь, завяли цветы. Ну, кто не знает, опять же, посмотрите первую серию, самую вводную по этой игре, Rusty Lake Paradise, казнь первая, там как раз и говорится, что вообще случилось с островом. Случилось то, что семья решила принести в жертву свою маму. Получается, вот Кэролайн тут висела. Они ее принесли в жертву, и за это на их бог проклял этот остров и наслал на них, так сказать, вот эти все казни. Кучу казней, получается 10. И мы, собственно, с этими казнями разбираемся путем нахождения внезапно черных кубов. Это темные воспоминания мамы об этом острове. То есть мы собираем потихонечку пазл, всю историю. Это все. Все, бабуля, у тебя все в порядке? А куда мух дел? А, я же мух забрал. Точно, точно. Всё, так, тут уже ничего не доступно. Давайте посмотрим в зеркало, потому что... Ну нет, блин, вот в первой части мне писали, что нужно было посмотреть, и мы бы получили ачивку. Сейчас это уже не работает, конечно, естественно, все. Вставляем куб, смотрим мультик и заканчиваем на сегодня и продолжим в следующей серии. Ну не сложно. Я думал, знаешь, серии будут минут по 20, как у меня и получалось, а они выходят минут по 15, по 17. На самом деле, это, с одной стороны, хорошо. То есть, серии короткие, вы смотрите их взахлёб, прям вообще красиво, хорошо, и ничего не портится. Все, прошли третью казнь. Четвертая лопата у нас осталась, кстати, еще и топор. И четвертая казнь у нас будет. Это получается мухи какие-то, пауты. Кто это? The fourth plague. Казнь четвертая. Мухи. Да, я угадал, мухи. Ладно, короче, с мухами мы будем разбираться в следующей серии. А пока, подписывайся на канал, ставь лайк, дизлайк, комментируй. Обязательно подписывайся на все соцсети, ссылочки внизу в описании есть. Также не забывай подписываться на стрим-канал. Там вместе играем, общаемся и знакомимся вживую. По субботу у нас стримы. Да, вот в эту субботу был стрим по Лиге Легенд. Было весело. Народ не так много было, но было весело. Мы пообщались, познакомились и поорали, поиграли, посливали рейтинг. Также пиши в комментарии свои игрушечки для прохождения. Пиши, что на канале хорошо, что плохо, что можно лучше. Обязательно приводи своих друзей, подруг. И сделаем большой и очень дружный канал. В общем, ребят, с вами был Бояра, Каналя. И пока-пока.